Кто из нас не любит желтый цвет в саду? Особенно весной, когда мы за долгие холодные месяцы так сильно соскучились за солнечным теплом и светом. Сегодня я хочу рассказать о нескольких эффектных кустарниках, которые наполнят ваш сад самыми яркими золотистыми красками. Начну с раннецветущей форзиции. Этот эффектный кустарник способен украсить сад даже в самую пасмурную погоду. Форзиция распускает свои многочисленные желтые цветочки, когда еще на ветках нет листьев. Ее цветение начинается в конце марта в апреле. Начало и период цветения во многом зависят от региона и места посадки. На солнечных местах и в садах с мягким климатом этот декоративный кустарник зацветает раньше, приблизительно в последних числах марта. Однако есть и позднецветущие сорта, которые цветут с конца апреля по май. Цветение форзиции длится около месяца, хотя встречаются и повторно цветущие осенью экземпляры. Высадив разные сорта, вы сможете наслаждаться ее яркими цветами намного дольше. Не заметить красоту цветущей форзиции просто невозможно. Цветы сплошь покрывают ее длинные побеги. Такие кустарники великолепно смотрятся отдельно посаженные, например, на фоне молодой газонной травы. Они также потрясающе выглядят в качестве яркой, живой изгороди. Форзицию сложно назвать капризной в уходе. Именно поэтому ее часто высаживают в городских парках, на улицах и во дворах. Кустарник отлично поддается стрижке. Вы можете формировать его как вам угодно, но стрижку лучше проводить сразу после того, как растение цветет. Форзиция не требовательная к составу почвы. Она станет расти на обычном садовом грунте, а вот заболоченные участки ей не подходят. При посадке саженца в посадочную яму внесите дренажный слой. Форзиция не терпит переизбыток влаги в корневой зоне. Этот кустарник любит свет и достаточно засухоустойчивый. Отлично переносит загазованность воздуха. Взрослые форзиции на наших городских улицах растут без полива, довольствуясь природными осадками. Меня каждый год удивляет, насколько это растение щедрое на цветение. Его ветки всегда сплошь усеяны желтыми цветами. Однако обилие цветов проявится, если кустарник правильно посадить, а именно на хорошем освещении и желательно в защищенном от холодных ветров месте. Цветы на коротких цветоножках расположены очень густо. Их длина 1,5–2 см. У сортовых растений до 3 см. Со стороны кусты форзиции похожи на большие золотистые облака. Наверное, поэтому ее еще называют золотом сада и золотой сиренью. У этого кустарника есть еще одно название – форсайтия, которое было присвоено на честь шотландского ботаника Уильяма Форсайта. Как известно, именно он приложил свои усилия для того, чтобы форзиция появилась в европейских садах. На сегодняшний день в продаже можно найти разные виды и сорта этого растения. Есть более устойчивые и крупноцветковые гибриды, и даже вариегатные сорта, как, например, форзиция, вариегата и Golden Times, листья которых необычной пестрой расцветки. Максимальная высота взрослой форзиции не более 2–3 метров. Есть и совсем компактные карлики, которые идеальны для самых маленьких садов и для контейнерного выращивания. К таким относится сорт Mini Gold, крона которого не превышает 50–70 см. Подбирая растения для своего сада, учитывайте зимостойкость каждого отдельного сорта. Более устойчивой к морозному климату средней полосы считается форзиция овальная. В первые годы саженец на зиму лучше укрывать или по возможности пригибать его ветки к земле. Для повышения зимостойкости в приствольный круг растения, начиная со второй половины лета, вносят калийно-фосфорные удобрения. В основном же этот великолепный кустарник особых хлопот по уходу вам не создаст. Форзиция – это настоящее украшение весеннего сада. Именно она порадует вас своим ярким цветением раньше других садовых кустарников. Ее роскошная золотистая крона великолепно смотрится на фоне вечно зеленых и хвойных растений, и даже сама по себе. Из декоративных кустарников, цветущих желтыми, ароматными соцветиями, не могу не отметить магонию подуболистную. Я очень люблю это растение и не только за его душистые гроздья цветов. Магония – это вечно зеленый кустарник, который украшает сад в течение долгих месяцев. Ее яркое цветение наступает в апреле и длится по май.
Яркие соцветия магонии чем-то напоминают мимозу. Цветущая магония – это не только красочное шоу в саду. Этот кустарник еще очень приятно пахнет. Его сладкий аромат напоминает смесь запахов сирени, шоколада и ландыша. Он хорошо ощутим даже на расстоянии. Этот кустарник является отличным медоносом. И если вы хотите для повышения урожайности приманить в свой плодовый сад полезных насекомых-опылителей, обязательно посадите магонию. Высота магонии подуболистной в пределах 1–1,5 метров. В южных садах кустарник может вырастать до 2 метров. Хотя быстрым ростом это растение похвастать не может. Но и у этого качества есть свои плюсы. Магонию можно выращивать даже в малых садах и на переднем плане клумб и миксбордеров. Кстати, пересадку этот кустарник хорошо переносит даже во взрослом возрасте. К тому же магония декоративно выглядит всегда, и в теплый, и в холодный сезон. Ее вечно зеленые кожистые листья с похолоданием приобретают яркие бронзово-багряные краски. Но и это еще не вся прелесть растения. По окончанию цветения на ветках завязываются грозди синих с сизым налетом ягод, чем-то похожих на виноград. По вкусу они терпкие, но вполне съедобные и даже полезные. Родина магонии – Северная Америка. Кустарник выносит понижение температуры до -28 градусов. В северных регионах на зиму потребуется укрытие. Еще желательно вечно зеленую крону кустарника ранней весной притенять от палящих и иссушающих лучей солнца. Для этого подойдет белое агроволокно. А примерно в конце февраля в марте приствольный круг можно пролить, чтобы простимулировать работу корневой системы. В основном же с выращиванием магоний никаких сложностей нет. Зато это растение будет украшать ваш сад практически круглый год. И в заключение я хочу рассказать еще об одном декоративном растении, которое полюбили за малоуходность и яркое золотистое цветение. Это керия японская. Раньше в продаже можно было найти лишь обычные зеленолистные сорта. Сейчас же появились кустарники с декоративной варигатной листвой. Конечно, наибольшая прелесть керии в ее обильном цветении. В этот период кустарник словно залитый солнцем. Это яркое чудо сложно не заметить в саду. Керия великолепно смотрится как солитер, тем более что ее раскидистая крона требует определенного простора. Взрослая керия может достигать 2 метров в высоту и 2,5 в ширину. На своей родине этот кустарник разрастается до 4 метров. Но есть и очень компактные растения, например, варигатная керия японская пикта, высотой всего до 1 метра. Этот сорт отличается выразительной белой каймой на листьях. Но даже обычная керия тоже имеет привлекательную листву. Она ярко-зеленая, с характерным зубчатым краем. С похолоданием крона керии приобретает золотистые краски. Но, пожалуй, основную красоту кустарнику придают его обильное цветение, которое начинается в мае. Керия выпускает одиночные цветки в течение лета и повторно зацветает осенью. Цветы у керии бывают обычные и махровые. На хорошем освещении кустарник очень обильно цветет. Ветки просто усыпаны яркими соцветиями-помпонами. Многим они чем-то напоминают одуванчики, хотя я большого сходства не наблюдаю. Кстати, керию за ее золотистые цветы еще называют пасхальной розой. Их диаметр 4–5 см. Цветы не только эффектные, но и ароматные. Керия – это засухоустойчивое растение, но в период цветения желательно поддерживать оптимальную влажность почвы. А вот к составу земли керия не капризная. В садах с морозными и малоснежными зимами этот кустарник лучше на зиму укрывать. Но даже сильно подмерзшая керия хорошо восстанавливается весной. Вопрос лишь в цветении. Кустарник, который сильно подмерз, обилием цветов уже не порадует. Это растение хорошо выносит даже тенистые участки, однако обильно цвести оно там тоже не будет. Керия также устойчивая к болезням и вредителям, что существенно облегчает уход за этим кустарником. Цветение керии идеально сочетается с голубыми и сине-фиолетовыми ирисами, цветущими флоксами, хвойными и другими декоративными кустарниками. Она будет удачно смотреться, посаженной вдоль забора, украшая его своей раскидистой кроной и золотистыми цветами. Из керии можно создать эффектную живую изгородь.
Причем формировать ее можно на разную высоту. Обрезку проводят по окончанию весеннего цветения. Ветки старше 5 лет лучше полностью вырезать, таким образом омолаживая растения. Размножить керию очень просто. У нее отделяют прикорневую поросль, а веточки также хорошо укореняются черенкованием. Все эти кустарники достаточно неприхотливые и подойдут даже неопытным садоводам. Их яркое цветение олицетворяет жизнерадостность и солнечное тепло, которого нам особенно не хватает в ранний весенний период. Я буду всем благодарна, кто поделится своим мнением об этих растениях. Познакомиться с другими красивыми и неприхотливыми кустарниками вы сможете в нашем плейлисте под названием «Садовые кустарники». Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на функцию колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду.